Уважаемые коллеги, каждый год мы собираемся на этом форуме, принимаем итоговые документы, полные громких обещаний. Этот год не станет исключением. Не станет он исключением и в том, что после окончания форума ситуация существенно не изменится. Между тем, пора признать очевидное. Цели устойчивого развития недостижимы. Надежда на их успех основывалась на двух предпосылках – непрерывном экономическом росте и углубляющейся глобализации. А их, как показал опыт последних лет, нельзя воспринимать как данность. Сегодня я хочу обратиться к развивающимся странам. Причина сегодняшних сбоев в экономическом развитии – несправедливость существующего международного экономического порядка, который цементируется нежеланием развитых стран пересматривать нынешнюю финансовую архитектуру, ущемляющую права и законные интересы развивающегося мира. Отведенные развивающимся государствам места в глобальных производственно-бытовых цепочках лишают их шанса подняться на новую ступень развития. Существующие экспортно ориентированные экономические модели ставят благополучие целых регионов в прямую зависимость от темпов роста развитых экономик. При этом, согласно данным МВФ, цены на экспортируемые сырьевые товары в долгосрочной перспективе снижаются относительно цен на промышленные товары, производимые развитыми странами. Финансовые рецепты, которые из года в год предлагаются лидерами развитого мира, перестали срабатывать. Усилия по мобилизации внутренних ресурсов обесцениваются отсутствием решительных действий в деле борьбы с размыванием налогооблагаемой базы и незаконными финансовыми потоками. Вместо этого, например, мы видим попытки одной конкретной страны цинично принудить других отказаться от собственных схем налогообложения транснациональных IT-компаний, потенциально значимого источника государственных доходов. Для расширения бюджетных возможностей предлагается также продолжать заимствовать на международных рынках капитала. Но уже сейчас до половины стран Африки южнее Сахары свыше 25% своих доходов направляют на выплаты по внешнему долгу. 54 государства по всему миру находятся в состоянии долгового кризиса и вынуждены отказываться от своих социальных обязательств. Развитым же странам не хватило и полувека, чтобы хотя бы приблизиться к выполнению принятых ими обязательств в области помощи развитию. Не подстегнула их и пандемия COVID-19. Как результат, на фоне беспрецедентных прибылей ведущих фармкомпаний уровень вакцинации, например, в странах Африки, все еще не превышает 11% взрослого населения. Говоря о невыполнении обязательств, мы говорим о 200 миллиардах долларов безвозмездной поддержки, недополученной развивающимся миром только в прошлом году. Текущие тенденции берут свое начало в прошлом. Но причина, по которым они сохранились до сегодняшнего дня – нежелание известных стран поступаться даже частью имеющихся у них преимуществ. Очевидно, что без пересмотра нынешнего глобального разделения труда, ускоренной индустриализации, диверсификации экономик и устранения сырьевой зависимости невозможно обеспечить опережающее устойчивое развитие. Сегодня Россия оказалась в ситуации беспрецедентного санкционного давления. Оно несправедливо ни по форме, ни по сути, так как основано на лжи и лицемерии. Мы призываем объединить усилия во имя построения более справедливого экономического миропорядка. Благодарю вас.